В очередной раз я вас приветствую, и давно у меня была идея записать гайд по книге, кузнецу, а также по коллекциям. В принципе, разработчики уже сделали все для того, чтобы это было максимально понятно для новичков, но все же у большинства игроков, которые только приходят в игру, возникают с этим проблемы, и они задают вопросы. Поэтому постараемся в этом ролике ответить на какие-то определенные вопросы, которые могут возникнуть у игрока, который только пришел в игру. Вообще у меня нет задачи все детально разобрать и разложить по полочкам, как, что и почему. Моя основная задача показать вам то, как это работает и взаимодействует со всем, что касается этого всего. Первое основное, что вам следует запомнить, не парьтесь. Вообще не парьтесь. Раньше в сумке было ограничение в 400 предметов, и надо было быстро решать, что, куда, зачем и почему, разбираться со всем, как это улучшать, как это расходовать и прочее. Сейчас у вас есть 800 слотов, и можете хоть до конца игры бегать, у вас даже и половина не забьется. Но теперь приступим. Заходим в книгу и понимаем, что книга у нас разделяется на две категории. Это герои и предметы. И герои нам не нужны. Там, в принципе, все максимально понятно. И, в принципе, там нет ничего такого, что как-то влияет на игру. Нет, там, конечно, есть какие-то заморочки, но в процессе прокачки героев вы с этим все равно познакомитесь, и от этого вы никуда не денетесь. И, в принципе, тут нет ничего такого сложного, с чем вы могли возникнуть вопросы. Поэтому переходим сразу к предметам. Первое основное, абстрагируйтесь от того, что этот ролик является гайдом. Я просто вам расскажу о взаимодействиях всего со всем. Можно, конечно, в какой-то степени считать это гайдом, но все же я постараюсь вам не парить сильно мозги, и наш видос пройдет всего лишь в разговорном стиле. Ладно, первое основное. Первое основное, вы заходите в книгу, заходите в предметы и сразу видите кучу разных вкладок, в которых присутствуют шмотки, и которые у вас все закрыты. Что, к чему и почему. Давайте будем разбираться на примере тех же одноручных мечей. Давайте сразу сделаем так. Первое основное, вам нужно закрыть все эти коллекции. Как это сделать? Это будет делаться через кузнеца. Но пока вы новичок, вам будут накидывать синие шмотки и белые шмотки. Ну, иногда будут появляться золотые шмотки. Золотые шмотки, сразу скажу, не трогайте, забейте на них, их пока не существует. До тех пор, пока вы не разберетесь со всем остальным. Каждое открытие всех этих шмоток дает вам по 50 кристаллов, по-моему, не помню точно. А также уровень знаний. Чем выше уровень знаний, тем больше бонусов вы будете получать за экипировку этого оружия. Допустим, вот одноручный меч. Атака, когда одноручный меч снаряжен, плюс 10%. То есть, грубо говоря, все персонажи, которые у вас носят одноручные мечи, получают 10% сверху бонусом. Также это будет и в коллекциях. То есть коллекции тоже дают определенные бонусы. Вот справа вы можете наблюдать в табличке. То есть каждая собранная коллекция дает бонусы. Чем больше у вас собраны коллекции, тем больше бонус. Кстати, также эти коллекции и отмечаются еще и в героях. Но, как я и сказал, в героях там слишком все просто, поэтому даже не будем затрагивать эту тему. Первое основное, вам будут давать кучу белых и синих шмоток и закидывать вас просто ими в больших-больших количествах. Но, чтобы их как-то, скажем, реализовать, и они не забывали ваш слот в сумке, мы будем поступать простым образом. Заходим в инвентарь и смотрим. Мы даже через кузницу не будем заходить, можно сделать все в инвентаре. И смотрим, допустим, заходим в одноручное оружие, но тут у меня нету белых шмоток. У меня, в принципе, нету белых шмоток нигде, абсолютно. К сожалению, нет у меня белых шмоток, поэтому будем рассматривать на примере не золотых, а оранжевых шмоток. Они начинают интересоваться кузнецом и всякой прочей дичью после того, как у них в миссиях новичка появляется квест типа «Улучшите оружие». Но он там коряво написан, и какие-то еще с ним проблемы были. Но, скажем так, коряво написан. Поэтому у многих возникает вопрос, а как это работает? Работает это так. Заходим в инвентарь, выбираем абсолютно любую шмотку. Ну, лучше, конечно, какую-нибудь серую, да не суть. Выбираем абсолютно любую шмотку, нажимаем усилить и заходим в развитие. То есть это именно развитие. Собственно, кузнец. Просто нажимаем развитие. Вот у нас шмотка с 3 звезд появляется, развивается до 4 звезд. И также с 4 звезд до 5 звезд. Да, это, конечно, стоит золото, но, скажем так, золота у вас будет всегда много. Нет, будут, конечно, периоды, когда у вас его будет не хватать, но оно накапливается так же быстро, как и тратится. Поэтому, в принципе, с золотом, как и с опытом, проблем в игре нету. Все, и у вас получается шмотка 5 звезд. Теперь переходим обратно в книгу, так как у нас нету белых синих шмоток. Переходим обратно в книгу. И, значит, смотрите, у вас будет херова туча белых и синих шмоток. Если с белыми шмотками тут абсолютно ничего сделать невозможно, то есть, допустим, вы берете, у вас появляется какая-нибудь шмотка одной звезды белая, вы просто таким образом улучшаете ее до 2 звезд, до 3 звезд. Если я правильно помню, там первое улучшение стоит 10 тысяч, а второе, по-моему, 40 либо 30 тысяч. То есть, по сути, белые и синие шмотки это самое дешманское, что можно улучшить. То есть, это недорого стоит, поэтому вы можете всегда это улучшать и даже не париться о том, что у вас кончится когда-либо золото. Тут возникает второй вопрос. С белыми и синими шмотками сделать абсолютно ничего нельзя. Их нельзя разобрать, и они у вас будут просто висеть мертвым грузом в вашем инвентаре. Что же с ними тогда нужно делать? А все просто. Мы уходим в
кузницу, но тут называется это усилить. Переходим в кузницу и нажимаем мистическое развитие. Я не знаю, есть ли у вас автоматическое мистическое развитие, но если у вас его нету, то вот тут вот, ну, то есть в этом столбце вы можете выбрать те шмотки, которые вы хотите пересобрать, переработать. Да, переработать. Но у меня автоматическое развитие есть, да и в принципе у вас это тоже появится в конечном итоге, поэтому особо не парьтесь. Первое основное, когда вы заходите в автоматическое развитие, нажимаете на шестеренку. Сразу выбираете шмотки, которые тут нужны, то есть одну и две звезды, по-любому ставите галочки, то есть там ничего полезного нету, поэтому ставьте сразу галки и пускай будет. Ставите максимальный уровень, потому что абсолютно похрен, что разбирать. Почему не стоит ставить галочки на 3 и 4 звездах, вы это поймете к концу ролика, либо когда-нибудь сами. Но я постараюсь объяснить все же это к концу ролика, почему не стоит этого делать и пересобирать шмотки 3 и 4 звезд. Ладно, сразу проставляйте галочки, исключите аксессуар из уникальных, щиты и аксессуары, нет, щиты и выше уникального. А также исключить незавершенные знания и коллекции. Сразу проставляйте галочки, чтобы ненароком не разобрать что-то нужное. Ну, теперь переходим к самому мистическому развитию. То есть, грубо говоря, у вас копилось много белых шмоток 3 звезд, а также много синих шмоток 4 звезд. И вам их некуда деть. Вы просто, допустим, сюда выбираете, да, выбираете шмотку, которую хотите пересобрать. Сразу скажу, выбирайте максимальный уровень той шмотки, которая у вас есть. Допустим, у вас есть белый меч там 70 уровня, и есть какой-нибудь там синий меч 30 уровня. Берите 70 уровня, потому что после улучшения финальная шмотка принимает тот уровень, с которого вы пересобирали это все. Ну, то есть главной херни, которую вы пересобираете. То есть, пожалуйста, все, выбрали там какую-нибудь шмотку самого высокого уровня, ну, не самого высокого, а самого высокого из тех, которые вам не нужны. И просто потом заполняйте вот эти клеточки. Сразу говорю, заполняйте их всегда до 100, потому что если вы не будете заполнять до 100, то, грубо говоря, шанс потерять все шмотки очень велик. И не получить ничего также велик. И просто нажимайте мистическое развитие. И, в принципе, у вас пересобирается из каких-то определенных вещей рандомная 4 звезд вещь. Либо 5 звезд, если вам повезет, там вам может даже... Если вам сильно повезет, вам даже может выпасть легендарное именное оружие. Но, честно говоря, это очень редко, и за все 2 года, что я играю, я видел, наверное, не знаю, человек 20, кому так сильно повезло, и кто собрал, кто выбил отсюда легендарное именное оружие. Поэтому особо сильно не надейтесь на это все. Так вот, все, перекрафчивайте вот так вот белые шмотки, синие шмотки, потому что вот белые и синие шмотки, их просто некуда девать, и просто их сливайте сюда. Все, золотые шмотки, не золотые, а оранжевые шмотки. Оранжевые, золотые и зеленые шмотки вы никогда не трогаете тут, в мистическом развитии. И все почему? Потому что белые и синие шмотки, кроме как в кузнице, их никаким хреном не переработать. Допустим, как происходит процесс переработки, о котором я говорю. Мы заходим в инвентарь, нажимаем «Извлечь», и вот, как вы видите, у нас есть 5-звездочное оружие. Нажимаем сюда, то есть выбираем это оружие, нажимаем «Извлечь» и получаем 30 металла. Соответственно, синие и белые шмотки вы не можете довести до 5 звезд, чтобы их разобрать. Но вот такие, допустим, оранжевые шмотки, которые 3 звезд, и их можно улучшить до 5 звезд, спокойно оставляете, потом просто вот таким вот хреном перекрафчиваете их и просто в конечном итоге разбираете. Зачем это понадобится, мы поговорим об этом потом. Все, таким образом вы просто спокойно заполняете вот эти коллекционные сборочки, пока у вас просто не останутся свободные слоты каких-то именных оружий, которые вы не смогли достать. Но в целом это тоже, опять же, не проблема достать. Как вы видите, у меня практически все закрыто. Нету оружий, которых я целенаправленно не тянул, и те, на которые мне прям сильно не повезло. Допустим, отсюда я не тянул вот эти 2 оружия, я точно их не тянул, а вот это мне просто не повезло, и мне сразу выпало 5 звезд. Не суть. То есть, как вы можете видеть, собирается все, аксессуары тут, новые аксессуары, это вообще самые редкие. Со шмотками, я надеюсь, мы разобрались, и, в принципе, понятно, что с ними нужно делать и как не стоит делать. Поэтому все, шмотки мы оставляем в покое. Дальше у нас идут щиты. Щиты, на самом деле, я вам скажу так. Вот вся полоса верхних щитов самые хорошие, кроме вот этого ангельского щита, это херня полная, не знаю, для чего нужно. Аксы, к нему перейдем гораздо позднее, но, в принципе, они также, то есть можете их также перекрачивать, как и основной шмот, просто оставьте, выделите для себя какие-то определенные аксы, о которых мы поговорим позднее, и оставьте их в покое, а остальные можете просто пускать в расход. Дальше у нас костюм героя. Большинство этих костюмов, в принципе, идут вместе с коллекциями, то есть, допустим, мы заходим в коллекции, выбираем коллекции костюмов, и, как видите, тут есть коллекции героев, да, у меня тут нету вот этого волейболиста, пацан есть, я вообще без понятия, уже столько времени прошло, в магазине он не появляется, пропустить я его точно нигде не мог, и вот где он есть, черт его знает. Все, как вы видите, коллекции героев, но они стоят денег, да, и поэтому нужно как-то выкручиваться между тем, чтобы призывать новых героев, и также собирать коллекцию героев. Значит так,
Тут давайте выделим сразу два правила. Первое основное правило. Если вам не особо важно здоровье плюс 10%, то есть вы не стремитесь за этим бафом, то можете, в принципе, собирать цельные коллекции и не париться по поводу каких-то одиночных. Но если вам важно собрать как можно быстрее вот этот баф на 10% здоровья, то покупайте самые дешманские костюмы, которые только встретите. Там за 300 кристаллов самые дешманские, вот скупайте их, там остальные по возможности, по желанию. Как если вы, допустим, очень хотите быстро собрать баф на 10% здоровья, то просто скупайте все самые дешманские костюмы. По поводу костюмов экипировки, я их не покупаю, но в принципе стоило бы, наверное. Тут принцип точно такой же. Баф дает на атаку плюс 5%, но проблема в том, что вот эти костюмы экипировки, они очень дорогие. Они, по-моему, 1200 и по 600. Дешевле, по-моему, нету. Ну, по 300 нету. Есть, конечно, бесплатные, которые вы можете получить где-то в каких-то ивентах. Также, ну, не в ивентах, а в активностях, которые есть в игре. Вот, но в целом, скажу так, можете, конечно, покупать их, но опять же, самые дешевые берите. А остальные, наверное, оставьте на потом. Были кристаллы на то, чтобы и призывать, и костюмчики покупать, и там еще что-то делать. Но, в принципе, кристалл больше ни на что не тратится. Поэтому костюмы экипировки все-таки более разумно подходить и, ну, не знаю, не стоит покупать все подряд. По возможности, да, но без возможности не особо можно. Ну, супер костюмы, тут вообще их никак не купить, поэтому забьем. Карты, товары, реликвии. Это вас, в принципе, не касается, как новичков, потому что это открывается гораздо позже. И вы к этому моменту уже освоитесь в игре, чтобы понимать, что вам нужно и как это заполнять. Так, теперь мы переходим обратно к коллекциям и шмоткам. Как вы можете видеть, тут есть коллекция оружий, но есть два вида коллекции оружия. То есть, допустим, есть шмотки, которые требуют 60 уровень шмотки, а есть шмотки, которые стоят, ну не стоят, а требуют всего лишь первый уровень шмоток. То есть, как вы видите, их собрать легко. Но в то же время их можно спокойно разобрать, пропустить, либо, скажем так, переработать по незнанию, либо по случайности, и потом вы будете очень долгое время искать и выбивать нужную шмотку. Я когда-то с этим столкнулся, я просто забил на коллекцию, и потом это в течение какого-то времени добирал, и, как вы видите, уже практически все закрыто. То есть именные предметы в основном остались, которые не падают, и вот эта вот хренотень, которую, я не знаю, с самого начала игры я так не могу их выбить, хотя другие уже закрыли этот элемент коллекции. Ладно. Переходим в инвентарь, чтобы не заглядывать каждый раз в коллекции, как это было раньше. Для вас сделали проще. Вы нажимаете на шмотку, тут есть книжечка, заходите в эту книжечку и смотрите. Допустим, сверху показано знание, то есть это знание, ну, сама книга, да, вы заходите и смотрите там 4 звезд, и хотелось бы улучшить до 5 звезд. Улучшайте до 5 звезд, и также смотрите, есть ли коллекция для этого оружия или нету. Если есть, то у вас в нижней полосе показывается эта коллекция. Также собираете, и чтобы не пропустить, допустим, какую-то шмотку или не пересобрать ее случайно, вот тут есть слева вот такой вот замочек. Просто ставите на замочек нужные вам шмотки, и эта шмотка больше никаким хреном не будет участвовать в коллекциях, переработке и прочем. Ну, то есть в коллекциях она будет участвовать, но именно в кузнеце, в переработке она уже участвовать не будет. И вы не сможете ее просто так разобрать, потому что вам придется заходить в инвентарь и снимать этот замочек. Но также есть шмотки, которые, допустим, отображаются в книге, но у них нет коллекций. Можете их оставить, может быть, когда-то ведут эти коллекции, может быть, когда-то не ведут, черт его знает. Но, насколько я знаю, в принципе, на все шмотки, которые без коллекций, до сих пор не вводили никаких новых коллекций, поэтому, скорее всего, те шмотки, которые без коллекций, им никогда не сделают коллекцию. Много было слово коллекция, забиваем. Короче, те шмотки, которые без коллекции, но они есть в книге, в принципе, их можете собрать до 5 звезд, а потом также переработать. Теперь мы переходим к редкости шмоток. Редкости шмоток у нас всего 3. Ну, 3 основных, скажем так, потому что белые и синие, можно забить на них хрен, и они не участвуют никаким образом в нашей игре. Желтые шмотки, в принципе, можно их разбирать, перерабатывать, но опять же, перерабатывать, разбирать их не стоит. Ну, то есть, блядь. Не так сказал, короче, улучшаем и перерабатываем в металл. Куда-то их еще, ну, то есть в кузнеца, их лучше не совать, потому что они очень часто относятся к коллекциям, и их не так просто достать. Поэтому сначала собираем коллекции на эти шмотки, и потом только когда-нибудь уже после максимально собранной коллекции мы их перерабатываем. Потом идет второй тип золотых шмоток, это именные шмотки на персонажей 3 звезд. Ну, скажем так, стандартные персонажи игры. И многие говорят, типа, не стоит хранить эти шмотки, они не нужны, зачем их собирать. Я скажу вам так. Эти люди могут идти нахер, потому что эти шмотки нужны. И их стоит собирать, по крайней мере, ради коллекции. Это, во-первых. Во-вторых, мы поговорим об этом позднее, потому что эти шмотки довольно важны, и они нужны будут. И третий тип шмоток — это зеленые шмотки. Зеленые шмотки — это в основном именные, но есть и не именные. Когда их не перерабатываете, они слишком дорого достаются вам. Поэтому, если вы достали какую-то именную шмотку зеленую, оставляйте, да вы вообще, в принципе, зеленую шмотку, оставляйте до тех времен, пока вы с ней полностью не разберетесь. И сразу ее под замочек закиньте, чтобы случайно ее не переработать. Теперь мы поговорим как раз об этих именных золотых шмотках. То есть это для персонажей 2 звезд, ну, игровых персонажей, которые в самой игре, которых не нужно убивать. В магазине они стоят по 100 миль. Скажу сразу. Даже не вздумайте тратить мили на эти шмотки. Вот никогда, просто выкиньте это из головы и
даже не думайте об этом, не помышляйте, и чтобы у вас никогда не появлялась эта мысль в голове, просто не листайте до этого момента. Эти шмотки можно добывать, просто выбивать из бокса, либо вот каждый месяц обновляется по 5 вот этих золотых боксов. Скажу сразу, эти боксы скупайте сразу 5 штук. Доводите каждую шмотку, которая у вас выпадет оттуда, до лимит брейка. То есть в основном нужно 6 копий шмоток, чтобы сделать лимит брейк. То есть одна основная шмотка и 5 дополнительных. Можно, конечно, желтыми молотками это все делать, но я бы советовал желтые молотки оставить до лучших времен, потому что мало ли что. А вот копии шмоток вполне можно собирать. Опять же, это можно делать не спеша, до тех пор, пока, скажем так, они не станут какими-то основными или глобальными. Но они для ряда персонажей все-таки очень нужны. А теперь мы поговорим об оружии из этих боксов, как его использовать, для чего оно нужно и прочее. Ну, скажем так, нужно оно не все, а только какая-то основная часть. Но все же хорошо бы собирать их все, потому что в какой-то момент могут пригодиться. Ладно, на примере. Это такой небольшой пример, потому что использовать можно во многом. Ну, не во многом, но во многом. Как вы можете видеть, тут команда тьмы и Нари. Нари — это базовый персонаж, у него базовое оружие, но оружие базового типа. Соответственно, бьет она базой. Но при этом команда у нас из тьмы. Нужно сделать так, чтобы наша Нари била сильнее. Допустим, есть такой персонаж, как Арабель. У Арабель есть такой командный навык, как тьма атак. Ну, то есть, грубо говоря, она повышает атаку элемента тьмы на 50% всей команде. Но, как вы видите, Нари у нас это база. То есть, у нее базовые атаки и все вот это прочее. Все просто. Мы, допустим, берем и меняем ей оружие. Допустим, у меня есть фурфур от Норкси, я могу поставить фурфур. Но для тех людей, у которых нету фурфура, либо какого-то адекватного, скажем так, замены, то вы можете спокойно взять именное оружие из того золотого бокса, если вам выпадет. То есть именное оружие Гремори. Она тоже тьма, у нее тоже оружие тьма. Вы можете спокойно достать оттуда это оружие и экипировать на нашу Нари. И смотрите. Теперь наша Нари бьет уже не базовыми атаками, она бьет атаками тьмы. И, соответственно, атаки тьмы посредством второго персонажа Арабель теперь могут бить намного сильнее. Поэтому вот такое оружие стоит хранить, хранить и собирать банально для коллекций и вот для таких вот ситуаций. То есть вы можете повышать, вашу атаку посредством просто смены оружия и таких персонажей, как Арабель. Такой же, кстати, персонаж есть и Гарам. То есть он повышает командный баф у него это повышение элемента воды. Вы можете, допустим, собрать команду воды, но у вас в этой команде не хватает персонажа с критическими атаками. Допустим, есть персонаж с критическими атаками Люси, но это персонаж огонь, то есть огненный тип атак, и, соответственно, как бы она бьет огнем. И посох у нее тоже огонь. Пожалуйста, мы берем посох Коко, тоже тот персонаж, мы берем посох Коко из золотого бокса, экипируем, и теперь наш персонаж Люси бьет водяными атаками. И наш персонаж Гарам теперь бафает ее атаки. И, соответственно, наша Люська теперь наносит более высокий урон. Также помимо этого мы можем взять, допустим, ту же Веронику и, допустим, вместо ее посоха основного накинуть посох той же Люси, Коко. И, пожалуйста, наша Вероника меняет тип ульты, но об этом вы можете сами посмотреть, кстати, и заодно проверить мои слова по поводу того, что такие типы персонажа со сменой оружия могут увеличить ваш дамаг. В принципе, завтра начинается рейд, не рейд, конечно, а завоевание Хиден, но в целом даже там вы можете проверить, как увеличивается дамаг от того, что вы меняете просто оружие персонажей. Ладно, и вот берем мы Веронику, допустим, у нее с ее именным посохом, у нее один тип ульты, а когда мы меняем на посох Коко, она остается также водой, но при этом у нее меняется другой тип ульты. То есть, в принципе, опять же, вы можете посмотреть, как это работает. И скажу так, для некоторых активностей посох Коко для Вероники будет намного лучше, допустим, ее родного посоха. Допустим, в ту же экспедицию мы идем, да, и посох от ульты Коко будет наносить массовый урон. В то время как оригинальный посох Вероники наносит всего лишь единичный урон. И то есть оригинальный посох Вероники подойдет хорошо для рейда, для соло-босса, а посох Коко подойдет для вещей, которые требуют массового урона. При этом Харамчик будет бафать это все. Ну, это, конечно, такой себе пример, но на примере Люси это все же более понятно. Также, допустим, можно поступить и с другими персонажами. Например, вот, берем, Присцилла, нет, не Присцилла, Плитвис. Вот, у нее командный баф это огонь, атака огнем на 25% для команды. Но, как вы можете видеть, у нас Юза это водяной персонаж, и у нее водяное оружие. Мы также берем, но, к сожалению, у меня нету огненного оружия другого типа. Ну, допустим, мы берем какую-нибудь команду огня, где есть также огненный баф для команды, и берем оружие самой Плитвис. Надеваем на нашу Юзу, и наша Юза спокойно бьет огнем с повышенным уроном. Поэтому, как я и сказал, оружие из золотых боксов вам пригодится, вам нужно, доставайте его и ставьте для использования.
Предпоследнее. Возвращаемся к тому моменту, когда мы перерабатываем оружие 5 звезд в металл. Переходим в мили, те же самые, да. Я же сказал, переходим, ты чего? Все, переходим в те же самые мили. Видим, у нас там пятихатка миль, но это, скажем так, очень мало. Пожалуйста, мы таким образом перерабатываем оружие, получаем металл, и за этот металл мы можем покупать вот зеленый молот, для того, чтобы увеличить лимит брейка вашего именного оружия. То есть можно, конечно, выбивать дубликаты, но помощь от молота никогда не будет лишней, поэтому разбираем таким образом, покупаем, и на те же желтые боксы вам будет всегда хватать металла, на вот эти зеленые боксы и на этот молот. Да, конечно, это будет дорого, долго, но тут уже сами расставляйте приоритеты, что вам нужно, и, пожалуйста, покупайте, скупайте и улучшайте. Мы переходим к последнему пункту. Последний пункт — это кузнец. Так, мистическое развитие мы с вами посмотрели. Усиление — это более чем понятно. У вас есть молотки, и вы просто вот так вот натыкиваете усилители и просто повышаете уровень вашего оружия. Развитие. С развитием мы тоже поговорили. Это, допустим, вы берете шмотку 4 звезд или там 1 звезды, 2 звезд, не суть, и улучшаете. Об этом тоже понятно. Лимит брейк оружия. Что это такое? Допустим, лимит брейк. Как я и сказал, для лимит брейка вам нужно 6 копий оружия. Одно основное, ну не обязательно оружие, а в принципе экипировки. Одна основная, и остальное это уже то, чем вы будете улучшать. Допустим, вы берете вот такой вот аксессуар, да, и вот таким вот образом повышаете лимит брейк до 5 уровня. Из-за того, что вы повышаете лимит брейк вашему оружию, у вас открываются дополнительные характеристики. Ну, дополнительная атака, в основном защита, у кого что. И собираете 6 копий оружия, ну 5 в данном случае копий оружия, и, пожалуйста, у вас, допустим, будет плюс 10% атаки у этого оружия. Разве это не прекрасно? Прекрасно. Но, в принципе, также, допустим, меч Огна, да, пожалуйста, у него полностью собран лимит брейк, защита плюс 10%. Дополнительные характеристики — это всегда хорошо. Лимит брейк, мы еще с ним не закончили. Допустим, у нас есть золотые шмотки, ну, та же Ривера, да, вот, те же молотки. Вы можете как копиями оружия улучшать, а также можете использовать эти молотки. Но, как я и сказал, придержите эти молотки, потому что они вам могут понадобиться на более, скажем так, лучшие вещи. Вот этот меч — это не лучшая вещь, на которую стоит сливать эти молотки. Ну и последнее у нас — это изменение опций. Для изменения опций вам потребуются вот такие вот камни, которые вы можете наблюдать слева внизу. Что же это такое и с чем это едят? Давайте на примере покажу, чтобы не тратить зазря эти камни, потому что они, конечно, не очень редкие, но все же не хотелось бы их просто так тратить. Так, ну, допустим, берем картину, ладно, плохой пример, берем, допустим, посох. Выбираем посох Вероники, да? Нажимаем усилить, выбираем вот изменение опций, и вы можете наблюдать. Вы можете наблюдать основные опции и подопции. Вот смотрите, справа от основных опций, да, таким сереньким цветом написано это максимальное и минимальное значение, которое может быть у шмотки. Допустим, у меня сейчас урон навыка максимальный, это 30 из 30. Я хочу это зафиксировать, нажимаем опцию блокировки, выбираем урон навыка и фиксируем. Это стоит 10 крышечек, пускай будет так. Все, зафиксировали, и теперь, если мы меняем опции этим камнем, синим камнем, то урон навыка у нас никаким чертом абсолютно не будет двигаться. Как вы можете видеть, у нас здоровье максимальный стат дало и защита повысилась. Но скажу так, это не особо важные статы, поэтому они нам не нужны. Вот урон навыка — это прям хорошо, что у нас сразу 30-ка была, но нам важен стат — это скорость навыка, ну скорость восстановления навыка. И мы пытаемся выкрутить его на максимум. Ну или, по крайней мере, как можно выше, сильнее, больше. Опять же, статы очень плохие, красным цветом нам они не нужны. Поэтому опять выходим и крафтим. Скорость восстановления на 20. Просто великолепные статы сейчас выпали. Кроме защиты, но защиту, опять же, мы можем докрутить потом. Фиксируем эти статы, и, как вы можете видеть, у нас скорость восстановления максимального уровня. Разве это не прекрасно? Короче, вот таким образом работают изменения опций. Опять же, советую вам тратить эти синие камни в основном на именное оружие, либо на аксессуары. Но, опять же, не все аксессуары, а только некоторые. По поводу опции блокировки, чем выше качество оружия, тем дороже и больше камней требуется для блокировки этих опций. Но об этом вам напишут, с этим вы разберетесь сами. Так, мы поговорим теперь об аксессуарах начального уровня, то есть это вот эти вот золотые аксессуары, чтобы вы понимали, какие стоит сливать, ну, то есть какие стоит оставить для себя, а какие стоит избавиться от них в кузнице, то есть они вам нахрен не нужны. Значит, вот эти золотые часы, у них очень хорошая скорость восстановления навыка для новичков, для главного героя. Грубо говоря, вы оставляете эти часы, ставите им лимит брейк, потому что им легко собрать лимит брейк, потом ставите на главного героя, и, пожалуйста, у вас очень хороший урон навыка, атака, а также очень хорошая скорость восстановления. Это очень дешевые часы, они падают везде, абсолютно, постоянно, их много. То есть лимит брейк собрать не проблема, достать эти часы тоже не проблема.
А для остальных ваших героев, ну опять же, если вы новичок, в основном подойдут Острый Стрелок. То есть Острый Стрелок вы собираете, и он с вами до конца игры будет. Это самый хороший акс не на, а для ДД. То есть можно поставить на любого ДД, и у вас просто это вероятность критического удара плюс атака это плюс 5% и 12% атаки, плюс урон навыка. А также если вы соберете лимит брейк этой серьги, то у вас будет вероятность критического удара 10%. А это, поверьте, очень дохрена. Ну, не дохрена, конечно, хотелось бы больше, но все равно это прекрасный усилитель урона, поэтому вот самые, скажем так, две основных серьги это часы и Острый Стрелок. Также есть, конечно, для вашего танка это серьга леса. Как вы можете видеть, у нас тут статы вообще ни о чем, но опять же, статы можно всегда выкрутить, либо поискать с более лучшими статами акс. То есть их все равно будет дохрена, просто выбирайте нужный акс и потом просто улучшать его. А все остальные оранжевые аксы можно просто под ноль аннигилировать, они вам к черту не нужны. Потом желтые аксы будут и зеленые аксы. Но с этим, как я сказал, можете спросить в комментариях, я могу подсказать, что к чему и почему. Но в целом тут опять же нет проблем. Нет проблем, что к чему и почему. В основном тоже ожерелье Минотавра это очень хороший акс для основного ДД. Скорость восстановления, урон навыка и плюс вы можете выкрутить тип атаки, который вам нужен, допустим, на землю, на базу или на свет, ну кому угодно. И в принципе все. Я думаю, я особо сильно не загрузил. Ролик идет 40 минут. Ну, там до 30 минут мы это по-любому обрежем. Надеюсь, было более чем понятно. Если какие-то вопросы остались, то задавайте их в комментариях. Мы, в принципе, поговорим об этом и решим ваши проблемы. А на этом я с вами прощаюсь. Всем пока.